Здравствуйте, дорогие любители симрейсинга! У меня для вас любительский обзор на Logitech RS50. Это руль, который у меня уже больше 2 месяцев. Я видел на него очень много обзоров и отзывов на Reddit и YouTube, но почему-то я не видел ни одного нормального обзора из стран СНГ, поэтому я решил не ждать и просто сделать обзор самостоятельно. Я считаю, что Logitech RS50 это хороший комплект за свои деньги, судя по отзывам, которые есть, по обзорам и по моим личным ощущениям. Это отличный руль среднего ценового сегмента, Direct Drive, и он подойдет как для ПК, так и для PlayStation. Для начала небольшая предыстория обо мне. Играю я в гонки с 6 лет, с PlayStation 1, который мне купили девушка с бабушкой. Самые первые 2 игры, которые у меня были, это были гонки. Я пробовал много разных игр, но в какой-то момент сначала мне друг подарил Colin McRae Rally 2, и это было открытием для меня. А после этого у меня появилась Gran Turismo 2, которую мне купил папа. С тех пор я попробовал много разных гонок, в основном это были аркады, но чем больше времени проходило, тем больше хотел попробовать что-то более серьезное. Сначала я играл на PlayStation кнопками. Потом у меня была клавиатура, конечно же. Потом у меня появился геймпад. Я стал смотреть все больше и больше ютуберов, которые катаются на руле. И мне самому захотелось попробовать. Желание купить свой первый руль у меня появилось где-то в 2019-2020 году. В то время как раз выходил Logitech G923. Мне этот руль переглянулся, потому что он недорогой по стоимости. И там была функция TrueForce, про которую я прочитал. И мне показалось, что это подходящий для меня вариант. Про TrueForce расскажу вам позже. 1,5 года назад у меня появился Logitech G923, и вот пару месяцев назад я себе заказал новый Logitech RS50. Я не знал заранее, будет ли это хорошим выбором, потому что продукт новый, на него появлялись обзоры, но не было понятно, имеет ли смысл его заказывать, сидеть ждать месяц, вдруг что-то случится, вдруг что-то пойдет не так и так далее. Но я сделал свой выбор, и да, по прошествии 2 месяцев я о нем не жалею. Итак, быстрый обзор моего сетапа. Здесь у меня непосредственно Logitech RS50. Также у меня есть Logitech RS Handbrake and Shifter. Это сегментальная коробка передач и ручник 2 в 1. Также у меня есть старая КПП от Logitech с модами и секвентальным модом в том числе. Также у меня старые педали от Logitech G923, но я в них заменил потенциометры на датчике холла, заменил пружины, поставил демпфер в педаль тормоза. В общем, сделал такой небольшой фарш-тюнинг. И еще у меня есть адаптер от Logitech, который позволяет подключить старое оборудование, мою старую КПП и старые педали, к новой базе. Обзор самого Logitech RS50. Анбоксинга в моем видео не будет, вы можете его посмотреть отдельно, где угодно, их уже очень много. Могу только сказать, что я заказывал Logitech RS50 и шифтер в комплекте. Обе посылки ко мне пришли в двойных коробках, с ними все в порядке. Общий вес составил 15 кг. 15 кг симрейсингового счастья. Покупал я RS50 систему, то есть это полный бандл, здесь и база, и хаб, и рулевая накладка, все в комплекте. В комплекте с базой шли все необходимые винты, шестигранники для установки, шла струбцина для установки на стол, я ее не пробовал, но она вроде как с виду довольно-таки хорошая и крепкая. Но мне кажется, что руль на 8 ньютон-метров лучше все-таки крепить хотя бы к какой-нибудь стойке или к кокпиту, чтобы у вас не ходил ходуном весь стол. Также в комплект положили стикеры для руля, но правда я не понимаю, зачем мне нужны стикеры с кнопками PlayStation, если у меня руль PlayStation. Ну ладно, пускай будет. По базе. База RS50 довольно-таки компактная, но больше, чем я думал. Она весит приблизительно 5 килограмм. Прикрепить ее на стойку было сложно, но у меня получилось где-то минут через 40 в кое-каких мучений. Все дополнительное оборудование Logitech подключается к этой базе через USB. Так что вся экосистема на USB вы можете подключать как к базе, так и напрямую к ПК. Тот же шифтер, более крутые педали и последующие продукты, которые, я надеюсь, выйдут. Logitech, пожалуйста, сделай более крутую КПП, сколько ж можно. Сама база подключается через Type-C. К ней идет блок питания, небольшой, симпатичный, на 120 Вт. В процессе игры он никак не грелся, сколько я его не пробовал. Сама база периодически грелась, но где-то до уровня чуть выше комнатной. Ни разу не удавалось ее довести до горячего состояния. Теперь поговорим непосредственно про сам руль. Руль у нас крепится к базе на квик-релизе. Выглядит он вот так вот, где-то 29 сантиметров. Кнопочек много, нажимаются они приятно. Сейчас попробуем ASMR какую-нибудь сделать. Энкодеры. Лепестки здесь тоже, конечно же, есть. Они магнитные. После G923 нажимается тяжело, но привыкнуть можно. Небольшой ASMR.
Также их можно настраивать. И еще по поводу рулевой баранки. Она здесь металлическая, это не пластик. Сверху она в такой приятной коже или кожзаме, я уж точно не знаю. Я еще тут поснял дополнительно швы. Прошито все вроде как неплохо. Да, вот тут вот, в этих местах, куда вы вставляете свои большие пальцы, да. Здесь они немножко чувствуются. Поначалу было, ну, чуть-чуть некомфортно, но потом оно как-то то ли стало мягче, то ли еще что-то, не знаю. Сейчас я ничего не чувствую, мне играть комфортно. Отличная фишка этой базы в том, что ее можно настраивать напрямую, без приложения G-Hub. Здесь есть такая вот кнопочка, через нее с помощью правого энкодера можно настраивать, ну, небольшой, но довольно-таки неплохой набор настроек. Так, давайте с вами быстренько по настройкам пройдемся. Нажимаем. Вот у нас тут разные настройки. Profile G-Hub. Это можно настраивать в приложении G-Hub разные профили для разных игр, если это нужно. Дальше сила. Видите, тут 8 ньютон-метров. Шаг 1/10. Можно себе настроить Force Feedback так, как хотите. Дальше True Force Audio. Это величина True Force. Да, насколько сильно нужно, чтобы True Force работал, насколько сильные вибрации вы хотите ощущать. Дальше FFB фильтр. Это просто фильтр Force Feedback. Когда у вас там какие-нибудь мелкие высокочастотные вибрации от дорожного покрытия, например, когда вы там в Forza Horizon 5 катаетесь на внедорожье, да, и у вас очень сильные вибрации в руль идут. Вот эта настройка, она помогает сгладить эти вибрации. То есть мелкие пики форс-фидбэка, они будут ощущаться мягче. У вас будет более мягкий форс-фидбэк. Но я обычно эту функцию использую совсем немного, только если там в игре действительно какая-то жесткая обратная связь. Мне хочется ее немножко смягчить, я сюда добавляю буквально там 2-3, может быть 5 пунктов и все. Дальше демпфер, ну тут все понятно. Значение демпфера будет давать постоянную нагрузку на руль, да, то есть это будет как постоянное напряжение на вашем руле. Его будет просто тяжелее крутить. Я обычно эту функцию держу либо на единице, либо вообще off. Дальше угол. У меня здесь 900 градусов, я его использую для всего. Здесь можно докрутить до вот такого вот значения. 2700 градусов. Я вообще не знаю, зачем 2700 градусов на руле. Ну, наверное, для Eurotrack Simulator еще чего-то такого. Но мне кажется, это too much. А из таких еще настроек нужно отметить compatibility, да, совместимость. Данный руль может работать в режиме RS50, RS Wheel, да, либо в режиме Pro Wheel, то есть Logitech G Pro. Это нужно для более старых игр, у которых есть поддержка Logitech G Pro, но нету поддержки RS50. Вы просто включаете поддержку Pro Wheel, и у вас все будет работать нативно. Ну и платформа, да, на какой платформе вы играете. Можно, чтобы база у вас на старте спрашивала, да, при запуске, какая у вас система. Можно сразу выбрать PlayStation 5, PlayStation 4, PC. И если вы купите RS Hub совместимый с Xbox, то здесь еще появится Xbox. Вообще будет полная поддержка. Здесь еще такая настройка Home Screen, что должно по дефолту показываться на данном маленьком экранчике. А здесь можно выбрать функцию Dynamic, это будет просто... Здесь будет отображение газа, тормоза, сцепления и ручника. У меня ручник в режиме оси, поэтому здесь отображается оно как ось. И здесь же в опции Home Screen можно выбрать также тест. Что такое тест? То же самое. И здесь еще в опции Home Screen можно выбрать параметр торг. И у вас тогда будет отображаться сила обратной связи в ньютон-метрах, которая передается на руль. Как сила обратной связи в данный момент, так и сила обратной связи в среднем, да, то есть среднее значение. Вот я руль прокручиваю, есть какое-то небольшое сопротивление, значение увеличивается. Можно докрутить до 8 ньютон-метров, но я этого делать не буду. И весь этот функционал, он работает через правый энкодер. То есть вот вы крутите, куда вам надо, зашли, покрутили, нажали, все. И потом выходите. Приложение G-Hub позволяет сохранять пресеты настроек на внутреннюю память базы, но мне это не пригодилось, потому что настройка на самой базе очень быстрая и простая. Quick Release. Его использовать довольно-таки просто и удобно. На самой базе есть направляющая для того, чтобы точно поставить руль. Но с Quick Release есть одна проблема. На нем есть краска, которая почему-то стирается, если использовать Quick Release по назначению. Причем на сайте Logitech написано о том, что это нормально, что краска стирается. Мне, правда, непонятно, зачем наносить тогда такую краску, которая будет стираться и портить внешний вид. Ну ладно. И коротенькая демонстрация того, как работает Quick Release. Quick Release чувствуется крепко и надежно, ничего не гуляет, ничего не люфтит, точно так же, как и сам руль. Все чувствуется монолитно. Теперь самая интересная секция данного видео. Мои ощущения, опыт использования Logitech RS50. Ощущения после опыта на Logitech G923 описывать сложно.
Что такое в моем понимании форс-фидбэк? По своей сути, форс-фидбэк нужен для того, чтобы передавать ощущения от езды и давать тебе представление о том, что происходит с машиной. И в этом смысле Logitech G923 шестеренчатый и Direct Drive по своей сути похожи. Но ощущение от езды намного ярче и сильнее, причем буквально. Мне кажется, что в Logitech RS50 очень много дури. Руль может очень быстро крутиться и центрироваться, и даже вырываться из рук, причем не на самых высоких настройках. На комфортных для меня настройках форс-фидбэка я понимаю, что происходит с машиной, насколько она стабильна. Заднеприводные и полноприводные машины намного легче отлавливать в заносе, и это очень помогает в дрифте после G923. Когда руль прокручивается в заносе, ты руками чувствуешь поток ветра, который он создает. Это очень круто. Мне запомнились эффекты, которые по-новому проявились в играх на этом руле. Например, снос передних колес, когда едешь по гравию в ралли. Или, например, разного рода вибрации от дорожного покрытия. Или особенно классно чувствуется работа подвески. Когда летишь по спецучастку в Финляндии в Dirt Rally 2.0 и на приземлениях руль пытается вырваться из рук, это непередаваемое ощущение. Практически в любой игре руль ощущается хорошо, появилось очень много деталей, очень много скорости и силы. Хочется как пробовать старые игры, так и новые. Хочется больше кататься в ралли, хочется больше дрифтить в Assetto Corsa. Игры, в которых форс-фидбэк ощущался бедно или просто, теперь воспринимаются по-другому. Например, в Wreckfest, в котором кататься на G923 было не шибко интересно, теперь стал понятен и реально стало весело кататься на заднеприводных тарантайках, удерживать их, врезаться в других, и в общем, это классно. Я даже прикупил себе вторую часть Wreckfest по скидке. Я попробовал этот руль в более старых играх, например, Colin McRae Dirt 2. Все чувствуется отлично. Я думаю попробовать еще Dirt 3, может еще что-то постарше. Была, правда, одна игра CRC Extreme. Она работала не очень хорошо на G923, на RS50 в ней в принципе нет форс-фидбэка. Какие бы настройки я ни пробовал, ничего не помогает. По силе форс-фидбэка на данной базе мне ее хватает с головой. Во многих играх я ставлю порядка 30-60%. Мне этого хватает. На самой базе чаще всего я ставлю 8 ньютон-метров. И если увеличивать форс-фидбэк, то во многих играх кататься становится просто некомфортно. Ты борешься с рулем, руль тебе не помогает, ты наоборот пытаешься его как-то превозмочь. Он у тебя вырывается из рук, и в целом, кататься не очень весело. Попробовать можно, но это тяжело. По крайней мере, после G923 мне непривычно. И после некоторых заездов, например, длительных спецучастков в ралли, хочется после этого руля немножко присесть и отдохнуть, потому что ты реально вытираешь пот с лица. В этом плане очень удобно, что на самой базе можно подкрутить силу обратной связи, если это нужно. Например, ты пересел с одной машины на другую, чувствуешь, что кататься слишком тяжело, зашел в настройки, немножечко прикрутил форс-фидбэк с 8 ньютонов на 7,5 или на 7, и уже нормально. Также я расскажу про True Force. True Force это такой дополнительный слой форс-фидбэка, который накладывается поверх основного форс-фидбэка. Это проприетарная технология от Logitech. И по своей сути это такие высокочастотные вибрации, которые вы можете почувствовать на руле. В свое время отчасти из-за True Force я взял себе Logitech G923. Потому что после опыта на реальной машине мне хотелось почувствовать то же самое. Когда ты садишься в машину, заводишь ее, и ты на руле чувствуешь вибрации от двигателя, и на педалях в том числе. Сочетание True Force с кокпитом дает очень похожие ощущения. Ты сидишь перед игровым монитором, но ты чувствуешь все вибрации так, как будто ты находишься в реальной машине. Сейчас вам быстро покажу, что такое True Force, как он работает. Сейчас у нас Dirt Rally 2.0, она поддерживает True Force. Да, то есть поддержка True Force зависит от игры. Сейчас он у меня на 0. Видите, с рулем ничего не происходит. Я там газую. Все в порядке, индикация работает, но на руль ничего не прилетает, потому что машина никуда не едет, машина стоит на месте. Теперь мы True Force начинаем добавлять. Сейчас он на нуле, добавляем. В самой игре он выставлен на 40%, не больше. То есть можно еще сильнее увеличить этот эффект. И смотрите, что происходит с рулем. Он сам по себе двигается. И через микрофон вы можете услышать, что происходит, да? Теперь попробуем погазовать.
В общем, да, True Force это прикольная штука. На высоких значениях я бы не использовал, но где-то посерединке или чуть меньше серединки отлично дополняет общий Force Feedback. На высоких значениях, конечно, вибрация будет намного сильнее, и ваши соседи вам точно скажут спасибо. Помимо вибрации двигателя, за счет True Force ты также чувствуешь структуру дорожного покрытия, и ты чувствуешь это как на руле, так и на педалях. Очень классно. По поводу сравнения Logitech RS50 с другими базами я особо лично ничего сказать не могу, потому что у меня был опыт только с Logitech G923. И, конечно, RS50 намного лучше по ощущениям. Я так понимаю, что конкурентами данной базы являются Moza R9 и Fanatec GTD Pro. Я попробовал поискать какие-то сравнения и отзывы от людей на Reddit, на YouTube. И в целом можно сказать, что Logitech RS50 находится либо на том же уровне с этими базами, либо даже превосходит их по силе и по детализации форс-фидбэка. Я где-то здесь попробую приложить какие-нибудь комментарии с Reddit или с YouTube. Экосистема у Logitech, конечно, беднее, чем у Moza и у Fanatec, но все необходимые штуки докупить можно. Более хорошие педали, штурвальная накладка для данного руля, более крупная баранка, например, от Momo на 32 сантиметра. Я даже на Алиэкспрессе нашел некоторые товары, которые подойдут для RS-хаба. Если вы на ПК и вам не нравятся рули и хаб от Logitech, то у них же можно заказать Quick Release адаптер, на который вы можете прикрутить свой руль от C-Magic, от Moza, от других производителей. Сам руль при этом нужно будет подключить к ПК, чтобы работали кнопки, да? Но при этом сама база и Force Feedback будет работать нормально. Единственное, чего мне не хватает для Logitech RS50, это про версии коробки передач, поэтому мне пришлось взять свою старую коробку от Logitech, немножко ее замодить, купить секвентальный режим и использовать ее дальше. Надеюсь, что в этом году они выпустят про-версию КПП. Если вам интересна база Logitech RS50, но вы пока что не готовы покупать более крутые педали, то у Logitech можно взять адаптер, который позволяет подключать старые педали, старую коробку передач от G25, G27, G29 и так далее напрямую к данной базе. И все будет работать как на ПК, так и на консолях. Также этот адаптер можно использовать, чтобы подключать педали и КПП напрямую к ПК, и тогда их можно будет использовать вообще на любом руле. И еще одна фишка: если к данной PlayStation совместимой базе купить RS Hub, который совместим с Xbox, и подключить всю эту конструкцию вместе, то у вас будет руль, который работает и на ПК, и на Xbox, и на PlayStation. Все платформы сразу. И теперь мои выводы по поводу Logitech RS50. В целом точно могу сказать, что база мне понравилась, Force Feedback мне очень понравился, мне понравилась и мощность, и детализация. Мне кажется, что Logitech RS50 мне хватит надолго. Изначально я хотел покупать Logitech G Pro. Я ориентировался на Logitech G Pro, там 11 ньютон-метров, и думал, что вот как бы лучше иметь побольше ньютон-метров. Не 30, конечно, но вот 11, 12, 10 и так далее. Это будет нормально. Здесь 8, и мне хватает абсолютно для всех задач и целей. Возможно, я в будущем еще буду добавлять, но на данный момент мне кажется, что мне хватит на несколько лет. G923 мне хватило на 1,5 года. По моему опыту, по моим ощущениям и по отзывам в интернете, по обзорам, которые успел посмотреть, по мнениям в интернете там, и так далее, мне кажется, что данная база хороша как для ПК, так и для PlayStation. Она подойдет для тех, кто переходит с шестереночного руля Logitech, да, и хочет перейти на Direct Drive, хочет как-то, возможно, сэкономить на тех же педалях через адаптер, да, или там остаться в той же экосистеме, если это нужно для PlayStation. Также эта база подойдет тем, кто просто хочет попробовать Direct Drive и взять Direct Drive там не на месяц, не на 2, не на полгода, а на более длительный срок. Потому что Moza R3 или Moza R5, когда берут, часто говорят о том, что первоначальные ощущения хорошие, но потом мощности базы начинает не хватать. Здесь, я думаю, 8 ньютон-метров, того, как они чувствуются, да, того, как они отрабатывают в играх, я думаю, что этого хватит надолго. И еще по поводу PlayStation совместимости, да, PlayStation 5 и Gran Turismo 7. Есть тут одна проблема. У меня нет PlayStation 5. Ну вот так вот. Изначально я себе хотел руль. Руль стоит все-таки денег, на него нужно копить. Вот, потом я его взял, начал играть на ПК, ну я имею в виду на Direct Drive базе. И мне так понравилось, столько игр, столько возможностей, ну как бы классно. В будущем я обязательно хочу попробовать, как играется Gran Turismo 7 с данным рулем. По отзывам, прям Force Feedback отличный, True Force отличный, все классно, все супер. Но на данный момент еще не попробовал. Так что, да, тех, кто ожидал отзыва на PlayStation, извините, пока его не будет, возможно весной там или, ну в общем, в этом году.
По самому железу мне понравилась база и ее дизайн. Мне понравилось то, что эту базу, ее настройки, да, можно конфигурировать прямо не заходя в приложение, прямо на базе все это делается. Очень легко и быстро. Подключил, чуть-чуть настроил, все, ты уже играешь. Это классно. Я уже думаю над тем, чтобы, возможно, в будущем заказать себе еще один RS Hub и другую накладку штурвальную, да, попробовать себя в GT3, попробовать в каких-то других дисциплинах, где классно будет использовать штурвал. Также мне хотелось бы попробовать более крупную рулевую накладку. Мне кажется, что 32 сантиметра будет круто чувствоваться в дрифте. Сейчас 29, как бы неплохо, но вот мне хочется, чтобы она была немножко побольше. По поводу минусов, да, если на Logitech RS50 какие-то минусы. Я каких-то ощутимых минусов не заметил. Мне очень нравится ощущение от руля, форс-фидбэк мне очень нравится. Мне однозначно не понравилось то, что происходит на самом квик-релизе, да, на валу базы. Почему там такая краска, которая стирается, я не знаю. Это очень странно. Периодически я замечаю, что ее становится больше, я ее просто вытираю. Но почему я должен этим заниматься, ну, непонятно, зачем так сделали. Еще отмечу, что мне не понравилось, что на прорезиненных энкодерах собирается пыль. Ее тяжело убирать, она тяжело снимается. Это минус, мне это не нравится. Еще один минус, который не связан с Logitech RS50, но связан с адаптером, который используют для педалей и КПП. У меня адаптер изначально работал нормально, но через какое-то время началась такая проблема, что при включении руля адаптер издает очень странные повторяющиеся щелкающие звуки. При этом он не может инициализироваться. То есть я в G-Hub не вижу педали и КПП, пока адаптер не перестанет щелкать. И иногда он вообще не перестает щелкать. Это проблема, мне это не нравится, но я не знаю, почему это так работает. Я искал данную проблему в интернете, я не нашел ни одного такого случая. Решается это тем, что просто из адаптера нужно выключить либо педали, либо КПП и вставить обратно. И после этого звука не будет. Щелканье прекратится. При этом, если адаптер подключать к ПК, то такой проблемы вообще нету. То есть это только при подключении к базе. В интернете ничего подобного я не нашел, поэтому мне кажется, что мне просто повезло. В общем и в целом, мне кажется, что данная база будет очень популярной. На нее уже можно найти много отзывов, много видеообзоров, опыта использования. Она поддерживается в большом количестве игр и, скорее всего, с ней все будет в порядке в долгосрочной перспективе. Экосистема Logitech, ну, такая себе, она не очень широкая, да, не очень много рулевых баранок, там всяких дополнительных каких-то элементов и так далее. Но она потихоньку расширяется. И уже можно найти какие-то моды на Алиэкспрессе. Точно так же, как я на G923 находил самые разные штуки. Даже low cell можно поставить на педали, да, там можно штурвальную накладку. Я даже видел Quick Release для G29. Я не знаю, зачем это нужно, но это уже существует. И мне кажется, что за счет популярности Logitech как компании на данный руль тоже будет очень много модов. Так что будем смотреть. Так, а что еще? Я еще что-то не сказал, да? В общем, да. После 1,5 лет на шестереночном руле, и я не могу сказать, что это был прям плохой опыт. Мне нравилось кататься на G923. Я считаю, что это отличный руль для начинающих. Особенно там до $150, если у вас бюджет. Вообще отлично. На БУ рынке где-нибудь возьмете, будете кататься, привыкнете к форс-фидбэку, поймете, что это такое, и дальше уже можно будет двигаться к чему-то более серьезному. Direct Drive база от Logitech мне понравилась. Если вам интересен Logitech RS50 и у вас есть возможность заказать его с сайта Logitech, то можно заказать несколько товаров по отдельности и будет дополнительная скидка, можно еще промокод применить. Если у вас такой возможности нету, то я данный руль уже видел на разных маркетплейсах, уже есть и неплохие предложения по ценам, и уже даже есть первые отзывы от покупателей. И мне кажется, что да, возможность данный руль купить уже имеется. Если вы досмотрели данное видео до конца, то спасибо вам большое. Данный опыт по видеообзору был для меня первым. Это было нелегко. Я считаю, что снимать себя на камеру, записывать свои мысли, это довольно-таки тяжело. Монтировать это интересно, но тоже тяжело. Поэтому спасибо, что досмотрели. Если у вас будут какие-либо вопросы по Logitech RS50 или по Logitech G923, то пишите в комментарии. Я буду рад ответить на любые ваши вопросы. Буду рад видеть любую вашу реакцию, лайк, дизлайк, положительный комментарий, отрицательный. Это все будет интересно для меня. Поэтому да, спасибо, что досмотрели. И до новых встреч! Здравствуйте, дорогие любители симрейсинга!